от пациента. Астма тяжелой степени тяжести. Начало с 2021 года после заболевания COVID с поражением легких 87%. Прошу вас дать развернутый ответ по состоянию моих легких. С уважением, С. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациента 50 лет, дата исследования 3 февраля 2025 года. Область исследования – органы грудной клетки при мультиспиральной компьютерной томографии с использованием реконструкций в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях, построением трехмерной реконструкции, органов грудной клетки, легкие расправлены, пневматизация легочной ткани неравномерно снижена за счет усиления ретикулярного компонента. В обоих легких, преимущественно паракостально и в базальных сегментах, сформированы многочисленные фиброзные тяжи, участки локального пневмофиброза, консолидации легочной ткани. С обеих сторон купола диафрагмы на уровне 7 ребра. Ход и проходимость трахеи, главных и долевых, сегментарных бронхов не нарушены, стенки их уплотнены. Средостение не смещено и не расширено, новообразований в нем не визуализируется. Внутригрудные лимфатические узлы не увеличены, обычной формы и структуры. Жидкости в плевральных полостях и перикарде не выявлено. Свежих костных травматических и деструктивных изменений не определяется. Выраженные дегенеративно-дистрофические изменения грудного отдела позвоночника, сформированы краевые остеофиты длиной до 12 мм. Сердце расширено преимущественно за счет левых отделов, кардиоторакальный индекс 0,51. По стенкам коронарных артерий немногочисленные кальцифицированные атеросклеротические бляшки. Диаметр аорты не расширен на протяжении всей зоны сканирования. Диаметр легочных артерий 24 мм справа, 23 мм слева. Подмышечные лимфатические узлы не увеличены. Заключение. КТ-картина неравномерного снижения пневматизации легочной ткани, участков локального пневмофиброза, уплотнение стенок бронхов, высокого стояния куполов диафрагмы, легочной гипертензии, кардиомегалии, атеросклероза коронарных артерий, выраженных дегенеративно-дистрофических изменений грудного отдела позвоночника. Рекомендована консультация пульмонолога, кардиолога. 5 февраля 2025 года. КМН, доцент Котов, МА, а заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. В легких выраженные явления пневмофиброза, поствоспалительных изменений. Купола диафрагмы стоят высоко, что снижает объем легких, нарушает их работу. Степень выраженности фиброза по КТ писать не принято. Вам нужно к пульмонологу, исследовать функцию внешнего дыхания. Также есть признаки патологии сердца, что требует консультации кардиолога. Данных за наличие каких-то опухолей, жизнеугрожающих состояний, не получено.